Уважаемые дамы и господа, я рад приветствовать вас на своем авторском музыкально-аналитическом канале, где мы вместе учимся не только слушать музыку, но и понимать ее. Совсем недавно, ставшая уже весьма популярной, исполнительница Влада Мерави выпустила свой клип «Воля». Этот клип произвел очень сильное впечатление на многих зрителей и тех, кто слушали музыку из этого клипа. Поэтому сегодня я вместе с вами хочу попытаться разгадать код Мерави, который заключен внутри этого клипа и внутри этой музыки, и вместе с вами попытаться ответить на вопрос о том, что находится внутри этого клипа и этой музыки, что производит столь сильное впечатление. Я хочу рассмотреть этот клип с трех сторон. Первая сторона – это аудиальная сторона. Это то, как мы слышим эту музыку, и то, как Влада исполняет эту песню. Второе – это визуальная сторона. Визуальная сторона – это ту картинку, которую мы с вами видим на экране. И третья сторона – это взгляд со стороны кинестетики, то есть как движется исполнительница, что выражают ее глаза, ее мимика, потому что это язык ее тела, который произвольно или непроизвольно отображает действительно, что чувствует и переживает и пытается нам передать исполнительница. Поэтому садитесь поудобнее, и мы начинаем прямо сейчас. А тех, которые досмотрят это видео до конца, ждет небольшой мой личный бонус, который связан так или иначе с творчеством Влады. Начинаем. Я в прошлом оставлю все горечь, ненависть и грусть. Мне так свободно. Расправлю я крылья, я с ветром, я в небо взлечу. Есть моя воля. Ну что ж, вот мы с вами посмотрели маленький фрагмент, и мне уже есть многое, что вам сказать. С точки зрения аудиальной, Влада исполняет это произведение в тональности ми минор. Движение гармонии происходит очень плавно, постепенно, пару ступеней вниз, и далее все возвращается в свою исходную точку, в свое исходное состояние, что нам говорит не только о том, что здесь присутствует определенная замкнутость, но и цикличность, и это круговое движение от начала к концу и снова в начало. Это важно запомнить, потому что это важная подробность этого клипа и этой музыки. Также в самом вступлении, которое весьма эпично, вы, наверное, могли услышать звуки падающего дождя или воды. Это тоже важная часть, на которую стоит обратить внимание. С точки зрения визуальной, вы можете увидеть Владу, на которой надето черное платье, которое может ассоциироваться с трауром, с потерей, на фоне белого снега. На дереве вы можете увидеть икону. Это икона Казанской Божией Матери. Эта икона мне очень хорошо знакома, потому что с раннего детства эта икона находилась возле моей детской кроватки и колыбели, и почти всегда возле этой иконы теплилась лампада. Над самой иконой вы можете увидеть небольшой киот. Киот – это такая рамочка, коробочка, которая защищает саму икону от внешнего воздействия. На верхней планке вы можете увидеть не только большую горочку снега, вы можете увидеть снизу наледь, то есть снег, который падал сверху, он подтаивал, замерзал и дальше снова падал снег. Это нам дает еще один небольшой ключ к раскрытию этого произведения. Это то, что сама съемка происходила не только на натуре. Эта икона, которую вы видите, находится на этом дереве достаточно давно. Справа находится небольшая беседка. Смысл ее и значение мы поймем чуть позже.
А сейчас я хочу перейти уже к кинестетике. С точки зрения кинестетики, Влада вначале повернута к зрителям спиной, дальше она движется по направлению от иконы, она кивает головой из стороны в сторону, она принципиально не смотрит в камеру, что означает, что она в этот момент находится глубоко внутри себя, и ее язык в данном случае во многом невербально обращается к невербальному человеку внутри каждого из нас, потому что она пытается нам передать какую-то информацию, которая будет идти помимо слов. Во время пения я так, свободно», вы можете увидеть, что она не только кивает головой из стороны в сторону, отрицая буквально то, что она поет, она еще и скрещивает руки. То есть она максимально пытается защитить что-то внутри своего личностного пространства. Язык ее тела говорит о том, что она не свободна, а о том, что она хочет стать свободной. Она что-то переживает глубоко внутри, так, что она даже не смотрит в камеру. Давайте продолжим. Грязные руки касались чистого тела. Я так не хотела. Теперь я умею себя защищать. Тогда не умела. И вот здесь она действительно подтверждает свои слова. Она не умела себя защищать, она не хотела того, чтобы с ней происходило. И здесь мы приходим к той самой болевой точке, о которой поет исполнительница, о которой она нам пытается поведать. У нее был очень негативный, я могу предположить, тяжелый опыт, который произвел на нее очень тяжелое впечатление, и она пытается вернуться к самой себе, и она пытается защитить саму себя. Прости меня за то, что не была рядом. Когда тебе было больно, я тебя не знала. «Я тебя не знала». Она вновь подтверждает движениями своего тела то, что она поет, в отличие от того, что мы могли увидеть в самом начале. Она сейчас поет музыкально на субтоне, максимально выдыхая из себя воздух, для того, чтобы достичь эффекта вот этой мягкости передачи тех слов, которые она говорит. Она обращается, то, к кому она обращается, она испытывает чувство нежности и заботы. Твои шрамы я любовью покрою, и я за руку войду в огонь с тобою. Это ты, только сильная внутри. И вот точка, где мы можем понять, к кому она обращается в этой песне. Это ты, только сильная внутри. Она обращается к самой себе, пережившей определенную боль, и она готова самой себе прийти в прошлое и оказать помощь, прикрыть, залечить раны, шрамы. На личном уровне она путешествует в прошлое, она обращается к самой себе, где она сама была незащищена, травмирована, и она сегодняшняя, умеющая себя защищать, хочет протянуть самой себе руку помощи и залечить те раны, которые она получила. Теперь вернемся еще к картинке, уже к визуальной части. Помимо иконы, вы сейчас сможете увидеть над беседкой, которая находится справа от исполнительницы, сейчас конкретно по центру, вы можете увидеть небольшой купол с крестом. Да, это сильно заблюрено,
визуальным эффектам, все сконцентрировано на главной исполнительнице, но то, что мы сейчас с вами видим, это «Крещенская купель». Почему? Потому что клип вышел 20 февраля, а 7 января, незадолго перед этим, были крещенские праздники, где принято купаться. И икона, которая находится на дереве в самом начале клипа, и эта беседка, которая находится рядом с этой иконой, говорит нам об одном, что это крещенская купель, а значит, Влада движется по льду, она движется по реке, ретроспективно двигается по отношению к самой себе и в сторону зрителя, и регрессивно двигается сама к себе в прошлое. Это опыт регрессивной психотерапии, который она сознательно или несознательно оказывает как помощь самой себе в прошлом. Она пытается изменить это через принятие себя слабой и незащищенной, через то, что она сейчас овладела уже частью своей психической силы к тому, чтобы оказывать помощь самой себе. Почему нам это важно знать? Потому что, когда она не смотрит в кадр, и когда она очень сосредоточенно транслирует эту боль, она обращается к внутреннему человеку, к каждому из нас, к слушателю, к зрителю, для того, чтобы мы с вами могли погрузиться в это же состояние и пережить какую-то боль, которая наверняка была у каждого из нас. И сама музыка, которая циклична, производит впечатление легкой медитации или легкого гипноза, потому что это помогает ввести нас, слушателей, в это состояние регрессивности. И, на мой взгляд, у Влады это получается превосходно. Почему? Потому что она очень искренна в своих эмоциях. Она их максимально не показывает, и она сконцентрирована внутри. Я в прошлом оставлю все горечь, ненависть и грусть. Мне так свободно. Нет. Расправлю я крылья, я с ветром, я в небо взлечу. Есть моя воля. Ну, немножечко не просто фольклор, а если вы заметили, Влада использует не просто фольклорные какие-то приемы, она использует также стиль рэп. У нее должен быть очень хороший и эстрадный вокал. Она очень сильная певица и исполнительница. Слёзники пройдут, цветы цветом и зацветут. Этот путь с тобой пройду, будет горько ему. За ошибки я дорого плачу, дорого плачу. Знай, за все тебе прощу. Ну, сейчас у нас с вами был как раз немножко стиль рэп, в котором она сообщает важную информацию о том, что за ошибки она дорого платит. Ну, это естественно. И она готова за все простить того маленького внутреннего человека, ту незащищенную девочку, девушку, себя в прошлом. И те музыкальные попевочки, которые вы сейчас слышали, те, кто знаком с расшифровками фольклорных экспедиций, те легко узнают знакомые мотивы и напевы. Так раньше пели в русских деревнях. А Влада по своему образованию, она и руководитель народного хора, а мне особенно приятно делать на нее обзор, потому что наша альма-матер, Гнесинское музыкальное училище, она закончила как народница, как руководитель народного хора. Я в свое время заканчивал еще в советское время как руководитель академического хора, поэтому я делаю на нее свой обзор с особым придыханием, с особым отношением. Шрамы я любовью покрою, и за руку войду в огонь с тобою. Это ты, только Это ты. сильная внутри.
Это ты, только сильная внутри. Это ты. Она еще пока не обрела всю эту силу, но настолько сильное ее движение по реке воспоминаний в прошлое, а река под ней находится прямо под ее ногами, и в славянских эпосах река символизирует жизнь, она также символизирует и грань перехода между жизнью и смертью. В определенном смысле она оплакивает что-то очень, чем она дорожила, и что она потеряла, но не до конца. Она пытается это как-то изменить. Образы реки, образ падающих капель дождя говорит нам о том регрессивном движении, которое происходит внутри нее, и то, что она транслирует вовне. Я в прошлом оставлю все горечь, ненависть и грусть. Мне так свободно. Больно. Расправлю я крылья, я с ветром, я в небо взлечу. Есть моя воля. Я в прошлом оставлю все горечь, ненависть и грусть. Мне так свободно. Расправлю я крылья, я с ветром, я в небо взлечу. Есть моя воля. Ну что ж, дорогие друзья, вот и мы посмотрели вместе с вами очень хороший и серьезный клип. Давайте попробуем из всех частей пазла составить единую картину, которая наверняка уже для всех и так понятна. Этот клип обладает особой силой. Почему? И особым кодом Мирави, как можно это назвать. Это регрессивное воздействие на зрителя и слушателя через то, что вначале зрителя и слушателя погружают в определенную медитативную, можно назвать слегка гипнотическую атмосферу, где обращаются к зрителю и слушателю не напрямую к его сознанию, а обращаются к его подсознанию, помогая каждому зрителю погрузиться внутрь самого себя и пройти путь к каким-то болевым точкам, которые наверняка, я уверен, есть у каждого из нас. Но пройти не просто, а пройти с принятием этой ситуации болевой, не прятаться от нее, а прикоснуться к ней и попробовать в прошлом что-то исправить. Попробовать в прошлом залечить какую-то рану, которая мешает идти дальше по жизни, по течению жизни реки. Потому что река здесь символизирует жизнь, и ее течение – это течение жизни. То, что Влада шла ретроградно к нам, сейчас у нас есть возможность пойти навстречу ей. Разумеется, вы просто можете зайти на ее канал, что я и рекомендую, и подписаться, тем самым выразив ей свою благодарность и оставив свои впечатления в комментариях на ее канале. Что же касается еще того, что заложено в этой музыке и заложено в этом клипе, в ней заложена очень важная составляющая, смысловая. Это то, что пред нами крещенская купель, которая символизирует очень важное событие в жизни церкви и одно из 7 церковных таинств. Это таинство крещения, в котором омываются грехи. Умение прощать не только других, но и самих себя подтверждается той локацией и тем смыслом, который можно считать. Не обязательно, что создатели всего клипа именно это все задумывали. Но поскольку иногда творятся прекрасные и серьезные произведения вопреки или помимо воли создателей, говорит о том, что в этом клипе заключены архетипы, и соприкосновение с ними является одним из очень важных кодов данной исполнительницы. Почему? Потому что она по происхождению казачка. На горе стоял
казак, он Богу молился за свободу, за народ, а низко поклонился. Бойся ты, меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Бойся ты, меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ее материнская линия связана с казаками. Это то, что я знаю. И ей могу сказать на то, что она сделала, Люба. Это выражение одобрения у казаков. Так вот, есть еще один удивительный ход Мирави. Через регрессивное движение внутрь себя она прикоснулась к своему роду, выстроив очень правильную вертикаль взаимоотношений и многократно усилившую ее саму. Эта связь, как в фильме «Аватар», где присутствует Эйва, это та единая матрица, связанная со всем живущим на планете, так и у славян это называется Матушка-Земля. Влада прикоснулась к славянской матрице. То, что отзывается у каждого, кто имеет отношение к славянским народам, каким-то знакомым эхом памяти. Это удивительный код, который был потерян, и лишь у немногих исполнителей есть доступ к этой матрице. Я уверен, что жители славянских стран почти одинаково будут чувствовать эту песню. Почему? Потому что на невербальном уровне, на вербальном там тоже это присутствует, но и на невербальном уровне происходит проникновение в их сознание через общность, через Матушку-Землю. Что происходит дальше? Почему такое явление стало доступным? Какая-то высшая сила пытается разбудить славянские племена, славянские народы и призвать их к единению. Обычно это происходит в очень сложные времена, в очень тяжелые времена, где необходимо для решения глобальных задач задействовать всю общность. В данном случае общность славян. И обычно это происходит, когда есть какая-то угроза на грани выживания. Возможно, пока она не видна, но думаю, что дальше будет проявлена и видна гораздо более четко. Также через регрессивность того, что заложено в этом музыкальном произведении, через искренность, глубокую искренность переживания внутреннего человека, внутри самой Влады, это не может оставить безэмоциональным и зрителей всего мира, потому что это язык невербальный, он универсальный для людей, и он понятен для разных сегментов, разных сообществ человечества. Я хочу завершить свое выступление перед тем, как я вам предоставлю маленький бонус, который связан с творчеством Влады. Я хочу пожелать, чтобы вы, если вам понравилось само видео Мирави, зашли на ее канал, подписались, написали какие-то добрые комментарии, потому что поддержать и выразить благодарность исполнительнице – это вернуть то добро, которое она подарила нам. Я не знаком с Владой, она меня об этом не просила. Это мое искреннее движение внутри моего сердца, как человека благодарного, замечательной исполнительницы, которая владеет прекрасным фольклорным стилем, эстрадной манерой исполнения, использует рэп. Она весьма адаптивна к современности. Ну и если у вас останется после всех ваших благодарностей Владе что-то и для меня, подписка, лайки. Если вы пожелаете выразить вашу благодарность и стать спонсорами этого канала, то ссылка на платформу Boosty и на платформу Donation Alerts появится здесь. Хочу вам также сказать, что я весьма ограничен на
платформе YouTube говорить то, что я считаю нужным, и то, как я хочу, поэтому я открыл свой авторский канал в Телеграме. Ссылка появится здесь, она также будет внизу. Добро пожаловать, заходите, мы будем с вами общаться. А сейчас я предоставлю вам маленький бонус от себя, потому что вы услышите казачью песню «Ой, то не вечер», которую будет исполнять мой хор, и я буду его руководителем. Вы можете увидеть меня в моем амплуа и убедиться, что перед вами действительно профессиональный музыкант. Я желаю вам всего самого лучшего. Мои наилучшие пожелания вам и вашим семьям. Я надеюсь, что до скорых встреч. С вами был автор канала. Ой,